Аристотель как-то сказал: «Мы то, что мы неоднократно делаем». Переложив его слова на современные реалии, получим: мы то, что мы выбираем каждый день. Выбор – это всегда выбор чего-то одного и отказ от чего-то другого, но мы редко это осознаем. Каждый раз, когда вы что-то делаете, вы это выбираете, будь то это прокрутка ленты на Facebook, поедание жирной пиццы или просмотр этого видео. Когда вы выбираете это, вы не выбираете все остальное, и каждый выбор имеет свою цену. Разница между успешными людьми и очень успешными людьми заключается в том, что очень успешные люди говорят «нет» почти всему. Кто мы есть – это наш выбор. Все, что мы делаем, это прямое отражение нашей системы ценностей. Наши действия демонстрируют миру то, во что мы верим и что для нас важно. Если вы верите в одно, а делаете что-то противоположное, это порождает внутренний конфликт. Внутренний конфликт усугубляет ежедневный стресс от работы, обязанностей по дому, уличного движения. Но вы продолжаете делать то, что нам не нравится. И это тоже ваш выбор. Мы – это результат наших выборов. Наша личность сегодня основана на том, что мы выбрали вчера. Сумма наших предыдущих решений определяет, кто мы сегодня. Кем мы будем завтра, определит то, что мы выберем сегодня. Наше будущее закладывается сегодняшними выборами. Кем мы были вчера, определит наш завтрашний выбор. Воспоминание о себе – это не постоянная величина. Со временем она меняется. И только от нас зависит, что мы завтра будем думать о себе вчерашнем. Прошлое может стать для нас хорошим уроком для будущего. Настоящее имеет смысл, если мы сегодня выбираем то, к чему стремимся. Тогда наше будущее зависит только от того, во что мы верим. Но только при условии, что мы действуем в соответствии со своей верой. Твой выбор сегодня создает твое завтра. Для того, чтобы завтра нам не было обидно и стыдно за то, что мы выбрали сегодня. К своим выборам нужно относиться крайне внимательно и без обмана самого себя. Послушай 5 основных советов, которые помогут осознанно строить свое завтра. Первый совет. Выбирайте понятие не то, что делать, а зачем. Каждый день у вас есть список задач, которые необходимо выполнить. Львиная доля списка припадает на рабочие процессы, которые нужно сделать, потому что это ваши обязанности, потому что шеф так сказал, или потому что вы не сделали этого вчера. Большинство людей настолько сильно сосредоточено на том, что нужно сделать, что совершенно не обращают внимания, зачем это делать. Мы настолько привыкаем к рабочей рутине, что перестаем задумываться над тем, а действительно ли мы хотим это делать. А потом еще удивляемся своей низкой продуктивности. Все потому, что у нас нет ведущего «зачем», главного мотиватора любого успеха. Успешные люди не просто так стали успешными. В спину их толкало сильнейшее «зачем» – быть успешным. И от своего «зачем» они строили что-то. Вы точно знаете, что вам нужно сделать сегодня. А знаете, зачем? Второй совет.
Выбирайте, чем жертвовать. Когда вы выбираете что-то одно, вы не выбираете все остальное. Сделать два выбора одновременно редко удается. Чем-то приходится жертвовать. И это то, что люди игнорируют чаще всего. Все мы знаем, что получить все и сразу невозможно, но наивно продолжаем в это верить. В стремлении все успеть мы составляем список дел на целый день, как будто в сутках 48 часов, и расстраиваемся, когда не успеваем. Третий совет. Выбирайте сделать сейчас, чтобы потом получить желаемое. Что я имею в виду? Множество молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет уверены, что лет через 10 у них точно будет хорошая работа, машина, дом, семья. Но это же потом, до этого еще 10 лет. А сейчас можно здорово провести время с друзьями и насладиться всем тем, что предлагает молодость. Вот так получается, что план есть, но как добраться из пункта А в пункт Б, мало кто задумывается. А потом наступает это через 10 лет. И оказывается, чтобы получить хорошую работу, надо было сначала выучиться, затем устроиться простым служащим и усердно работать, постепенно пробираясь наверх к заветной должности. Но, как правило, бывает поздно. Вы четко знаете, что хотите оказаться через 10 лет. Выбирайте начинать двигаться туда прямо сейчас. И помните, что если вы не можете сделать что-то в ближайшие 24 часа, вы не сможете сделать этого и за 24 года жизни. Четвертый совет. Выбирайте сделать следующий шаг. Четко видеть свою цель и фокусироваться на ней – это, конечно, хорошо. Но за этим может притаиться главный разрушитель всех наших планов. Вы видите свою цель, осознаете, что она довольно большая, представляете, сколько всего нужно сделать, и приходите в ужас. Привлекательность цели стремительно падает. Дело в том, что вы концентрируетесь на конечной цели и пугаете сами себя масштабом предстоящих действий. Выбирайте не конечную цель, а только следующий шаг, который нужно сделать сегодня. Завтра вы сделаете то, что нужно сделать завтра. Каждый день вы будете делать маленький шаг. Большая цель – это всего лишь сумма маленьких ежедневных шагов. Никакой магии. Если вы улучшаете себя на 1% каждый день, то за год это будет целых 365 улучшений. Это ваш путь к вашей яркой, насыщенной и счастливой жизни. Пятый совет. Выбирайте, а не хотите. Хотите бегать по утрам или посещать тренажерный зал 3 раза в неделю? Хотите уйти с нелюбимой работы? Хотите закончить отношения, которые разрушают вашу жизнь? Хотите, но не делаете? Потому что я хочу – это плохой мотиватор. Я выбираю – совсем это уже другая история. Мозг играет с вами злую шутку. Пока вы не выбрали, он концентрируется на всем том, что вам не нравится, и так хочется изменить. Внимание направлено только на то, как все плохо сейчас. Но как только вы делаете выбор все изменить, вектор внимания сразу перенаправляется на поиск возможностей, и авансом выдается энергия на их использование. Вы все еще хотите или выбираете? Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду вы делаете выбор.
Вы выбираете одну возможность, отказываясь от других. Хотите узнать, какое у вас будет завтра? Посмотрите на то, что вы выбрали сегодня.